Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня в нашем ролике снимается маленький, но очень интересный прибор. Это моделирующая голова Muir Little Tank D15. Мы, как обычно, все привыкли, то, что усилитель это нечто такое огромное, размером, как и этот кабинет. А тут у нас маленький, скромненький моделирующий усилитель. Вот в таком удобном форм-факторе его можно взять фактически, положить в карман и куда-нибудь бабушке в деревню поехать там заниматься. Благо он подключается не только к, собственно, к кабинету, но и выход для наушников там тоже есть. И давайте разберемся, что же там на борту у нас спрятано, да? Это усилитель, повторюсь еще раз, мощностью 15 Вт. Там 25 моделей усилителей, 20 кабинетов и 65 эффектов. И давайте сразу перейдем к органам управления, которое оказалось супер удобно, интуитивно и понятно. То есть тут у нас кнопка Play, нажав на которую можно попасть в меню пресетов и их, собственно, ручкой Value листать. ABCD — это быстрый доступ к пресетам. Соответственно, ну дальше все понятно. Тюнер — это, как ни странно, тюнер. Save сохраняет. AMP — это выбор типов усилителей и их детальная настройка. CAP — это кабинет, если вы играете в наушники, там можно модели кабинетов выбрать. Мод — модуляция, дилей и ревер. И, собственно, тут на морде уже вот ручки эквализации, гейна. То есть не обязательно залазить прямо в настройки усилителя, все крутится и здесь. Ну и на задней панели есть тоже ряд интересностей. Во-первых, ну это, естественно, 4-омный выход на кабинет, петля эффектов, выход на наушники, AUX-IN, то есть вы можете подключить проводочком туда бэкинг-трек. И еще есть одна интересная фишка, это подключение через Bluetooth, то есть можно сюда запустить минус и, собственно, под него заниматься. Или музыку слушать. Ну и давайте теперь познакомимся со звуком. Слушать пресеты мы не будем, мы возьмем пару усилков и накрутим чистый звук, перегруженный и лид. Начнем мы по традиции с чистого. Давайте посмотрим что-то по усилкам и выберем какой-нибудь. Тут Triple Recta, Mark IV, это все потом, это все перегруз. F-Clean, это, видимо, Fender, его мы и возьмем. Давайте послушаем, как это все звучит. Ну, обычный нормальный чистый звук. Ну и, кстати сказать, вот если присмотреться к менюшке, вот, которая на экране, тут есть пара дополнительных функций, которые сюда вот на панель, на ручке не вынесены. Это Noise Gate, то бишь шумодав, и Presence. Это тоже важно, то есть дополнительные регулировки тут скрываются все-таки для усилителя. Итак, чистый звук мы выбрали. Кабинет нам не нужен, поскольку у нас подключен уже кабинет физический. Дальше лезем в модуляцию и посмотрим, что там есть. Итак, хорус, фленджер, фейзер, тремоло, вибрато, фильтр, ринг-модулятор, статор, питчшифтер. В принципе, богатый очень выбор эффектов. На все случаи жизни хватит, я думаю. Ну, давайте возьмем, например, фейзер. Послушаем. Ой, пардон, это тремоло выброс. Фейзер здесь у нас. Много. Нажимаем, листаем менюшки вот таким образом и микс уменьшим там где-нибудь вот до 30%, чтобы не так много было. Довольно мягенько, неплохо. Следующий блок у нас дилей, тоже пробежимся, что там у нас есть. Digital, аналог, динамик, эхо, тейп эхо, ну, в принципе, и все. Выбор вроде как и не богатый, но более чем достаточно. Единственный нюанс, тут нет тэп-темпа и миллисекунд тоже нет. Тут все измеряется от 0 до 100, ну, то есть в неких таких условных единицах, в попугаях, как угодно. В общем, надо подбирать на слух. И, как в многих процессорах, тут нет большого количества регулировок, количества там повторений, стерео там, и всяких таких штук. Тут, в принципе, у нас 3 регулировки. Это уровень, фидбэк и время задержки. То есть все одинаково, то есть меняется именно сам тип дилея. Давайте, люблю тейп эхо, возьмем его. Время только сделаем побольше, наверное. Ну, вот так где-то оставим. И следующий блок у нас ревер. Тоже пройдемся, посмотрим. Room, Hall, Church, Plate, с модуляцией, Spring. Ну, также, в принципе, как и дилеев, не очень много, но все по существу. Как-то многовато тоже в миксе. Я думаю, надо
подуменьшить, где-то процентов 10-15 оставлю. И микс дилея уберу. А то кроме дилея тут ничего и не осталось уже. Вот такой у нас получился чистый звук. И теперь перейдем к выбору перегруженного звука. Ну и, наверное, пробежимся все-таки по усилителям, потому что эффекты мы посмотрели, а усилители как-то обошли. Давайте посмотрим все-таки, что там есть у нас. Итак, заходим в амп и полистаем. У нас тут всяческие воксы, маршалы, трипл — это ректа, скорее всего, Mark 4 — это понятно, Mark 4, вот, F-Clean Fender, Jazz, Bassman, Pivi 5150, моделирующие комбики и процессоры без Pivi 5150 я категорически не признаю. Hiwatt, Soldana, Vox, что там еще? Ну, в общем, выбор богатый на все вкусы. И, в принципе, тут нет усилителей как-то вот таких вот не по делу. То есть, если вам нужно в кранч, пожалуйста. Если нужно совсем хай-гейн, тоже там пяток усилителей обязательно будет. В общем, выберем, наверное, мы 5150 сразу. И послушаем, как звучит перегруз. Немножечко все это дело зашипело, поэтому лезем в менюшку и крутим Noise Gate. Шипеть перестало. Собрано, хорошо звучит. И сразу, кстати, такая оговорка, почему я перешел вот к выбору 5150. Я до этого послушал и Mark 4, Triple Rectu, там и другие хагейновые усилки, и все-таки выбрал для себя вот 5150 по одной причине. Вот мы когда листали вот блоки эффектов, там отсутствовала такая кнопочка, как стомп. То есть нет педалей до усилителя. А всякие вот усилители типа ректы без грелки звучат, ну, так себе, честно говоря. И вот этого момента здесь не хватает. А Pivi здесь смоделирован хорошо, он уже как-то собрано звучит, грелки как-то по ощущениям не требует, поэтому я вот в выборе перегруженного звука на нем и остановлюсь, пожалуй. С чистым и перегрузом мы разобрались, ритмовый звук у нас кусачий есть, и теперь сделаем мы мягкий такой лид. Я тут подумал, и выберем, наверное, Soldana. Итак, лезем в блок амп, листаем. Вот у нас Soldana есть. Там что-то у нас накручено нозгейта очень много, по умолчанию оказалось. Мы сделаем поменьше. Я не знаю, как это будет на записи звучать, но шум вот практически пропал. Итак, послушаем, что же получилось. Ну, для лид-партии, конечно, сам тон по умолчанию неплохой, но надо что-нибудь добавить, типа дилеев, реверов и вот этого всего. Начнем, пожалуй, с дилея. Залезаем, смотрим. Пусть будет аналог для разнообразия. Значит, фидбэк поменьше. Время тоже сделаем, наверное, поменьше, чтобы короткое.
Для таких медленных певучих партий, для полива, в принципе, очень хорошо подходит. Я бы еще все-таки по старой традиции модуляции добавил. Люблю я хорусы, извините уж, что поделать. Сделаем его немного. Вот так. Хорус неплохо подчеркивает атаку, она становится такая более собранная. Вот я в лид-партиях его, соответственно, и использую. Ну вот что-то типа того я бы себе и накрутил в качестве лид-звука. Ну и как-то мы обделили вниманием любителей такого звука полегче, кранчевого. И, я думаю, послушаем, что у нас есть тут из усилителей на эту тему. И что-нибудь накрутим из этого. Так. UK 800DS. Это, видимо, намек на Marshall. Его мы и выберем. Так, гейна сделаем так примерно наполовину. Послушаем, что получилось. Можно даже поменьше сделать. Такой легкий рачок. Ну и все это очень грустно, конечно, звучит без ревера. Поэтому добавим немножко. Ну и чтобы было понятно, что тут не только Marshall нормально есть, послушаем еще несколько примеров усилителей, которые тоже неплохо с кранчем справляются. Итак, начнем мы все-таки с Marshall еще раз. Orange, скорее всего, тут смоделирован у нас. Vox, куда же без него. Match 30. Тут, правда, у нас чистый звук уже получился, но тоже звучит вполне неплохо. Ну и сразу проверим момент, который обычно вызывает опасения у подобных устройств. Это как же все это звучит через выход на наушники, то есть симуляция кабинетов. Итак, жамкаем кнопку «Кап». Включается кабинет. У нас уже микрофона, как видите, нет. Собственно, он подключен прямо в линию. И выбран у меня сейчас 5150. И послушаем, собственно, варианты кабинетов несколько. Едем дальше. Я их так через один полистаю. От Soldana кабинет у нас. Тоже послушаем, как он в пачке будет звучать. Ну, в общем, как видите, тут выбор довольно обширный. В общем, можно звук сделать от такого глухого до более кусачего. То есть, соответственно, уже подбирайте кабинет под ваши задачи. Но самое, в принципе, главное, что могу отметить, что они круто звучат. Вот. И опасения, собственно, тут пропали в линию, в наушники. Это все будет звучать хорошо. Ну и на закуску послушаем, как звучат эффекты в линию. Кстати говоря, они моно. И у нас чистый звук с эффектами. Вот. И разные кабинеты полистаем.
Ну вот, играя, например, с дилеем, конечно, немножечко не хватает вот панорамы, пинг-понг дилеев, которые там из канала в канал будут туда-сюда болтаться, особенно-то в наушниках. Но как бы в остальном вопросов нет. Эмуляция сама очень качественная, эффекты тоже довольно прозрачные. И настало время уже подвести итоги. Давайте сопоставим плюсы и минусы и подумаем, для чего и для кого этот прибор подойдет. Итак, плюсы. Функционал. Тут все строго по делу, никаких лишних ручек, никаких вот трехэтажных меню. То есть зашел, добрался до нужного параметра, выбрал, все работает. Не так, как в некоторых процессорах, надо там листать 20 кнопок и так далее, глубоко рыться. Все вот модули AMP, CAP, они доступны прямо с морды. Прибор сам по себе очень компактный, работает, соответственно, как и при подключении к кабинету, так и можно его положить там, не знаю, в гитарный чехол и поехать с ним куда-то заниматься. Благо, опять же, опасения по поводу эмуляции были излишними, и кабинеты звучат прекрасно. То есть вы можете взять его с собой куда-нибудь позаниматься, подключить минус через Bluetooth и спокойненько сидеть где-нибудь там на даче играть. То есть это все очень круто. Единственный момент, который я отмечу из функционала, вот отсутствие фудсвича отделяет этот прибор от какого-то более-менее такого внятного концертного репетиционного применения. Понятное дело, что 15 Вт все-таки громкость незначительная, но все-таки как-то скромно порепетировать можно было, но фудсвича нет, и поэтому с морды вот можно 4 пресета переключать, не более того. Это, конечно же, неудобно, поэтому тут такой строго диванный функционал. И в минусы, еще раз напомню, отсутствие стомпов, то есть педали до усилителя здесь не предусмотрены, это немножечко прибор ограничивает. В остальном это, в общем-то, довольно-таки уникальный в своем роде прибор, очень крутой. Ну и пишите, что вы думаете об этом усилителе в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до скорой встречи. И прямо сейчас говори фразу типа навесим чуть-чуть ревер. Не, и для контраста я покажу, как тут... Да не, сюда прям это. Да. А теперь добавим чуть-чуть ревера и... Не, а теперь... себе соло звук. Не, я скажу, что это неплохой ритмовый звук.